Друзья, всем привет! Если готовить свиную рульку, то только по этому рецепту. Самый простой и самый вкусный рецепт приготовления. И прежде чем запечь рульку в духовке, нам предварительно надо подготовить рульку и сварить ее. Со шкуры нужно удалить все волосы, если они не зачищены, и сошкребсти вот эту вот пленку, которая не дочищена. 5 зубчиков чеснока нарежем такими прямоугольными брусочками. Смешиваем 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки черного молотого перца. Добавляем сюда чеснок и перемешиваем. С нижней части рульки возьмем такой небольшой нож, аккуратненько продеваем. И маринованный чеснок, который мы заранее подготовили, засовываем. Тогда он будет отдавать свой аромат и сразу же промариновывать мясо. Делаем надрезы, я еще так прокручиваю слегка. Отправляем рульку в кастрюлю. Теперь добавим обязательно шелуху от лука, буквально туда вниз. 1 морковь, небольшой кусочек, буквально грамм 70 корня сельдерея, чеснок, а лук ровно тот, с которого мы сняли шелуху. Это 2 штуки. Даем 3 чайные ложки соли, добавляем лавровый лист и жменьку горошка. И, конечно же, темное пиво, у которого есть яркий хмельный вкус. И обязательно горькота. Заливаем ровно столько пива, чтобы покрыло полностью нашу рульку. Это может быть литр, это может быть даже 1,5. И ставим нашу рульку томиться на медленный огонь в течение 2 часов. Гарниром к нашей рульке будет запеченный картофель. Нарезаем вот таким чесночком. Быстро замаринуем картофель, добавим сухую паприку копченую, добавим сухой чеснок, смесь 5 перцев и, конечно же, соль. Все это приправим растительным маслом и быстренько перемешаем. Друзья, аромат стоит такой, что все соседи прибегут на запах пива, потому что подумают, что вы точно варите свое домашнее пиво. Аромат фантастический. А вот и наша рулька. Спустя 2 часа варки достаем. Она уже изрядно отходит от костей. Готовый замаринованный картофель отправляем на такую емкость. Сюда же мы ставим вот так вот рулечку нашу. Так вот. Друзья, сок с рульки будет стекать на картофель, и он станет еще вкуснее. Берем 2 чайные ложки горчицы, 1 столовую ложку соевого соуса. Все это перемешаем кисточкой. Наносим глазурь сверху нашей рульки. На самом деле это потрясающее блюдо, которое не занимает очень много времени. Сейчас мы ее ставим на 40 минут в духовку разогретую при температуре 170 градусов. Ну что, друзья, готова наша рулечка. Запекалась 40 минут, пахнет ароматно, сочно и уже не терпится накормить всю свою компанию. Ну что, самое время попробовать свиную рульку. Мясо от костей должно просто отлетать. Кость должна быть именно вот такая. Самое главное, что мясо внутри промариновано, очень сочное и очень вкусное. А ваша компания довольна. Фантастика. Обязательно картошечка. Вы можете еще капусту квашеную добавить, тушеную. Но это дело каждого. Я же любитель картофеля и мяса. Ну что ж, мы добились самого главного эффекта в ролике. Это полностью промаринованное мясо,
как говорится, до костей. Это очень вкусно, это очень сытно, а самое главное, мясо тает во рту. А я вам желаю прекрасного застолья и счастливого праздника. Спасибо за то, что смотрите, поддерживаете, мне очень приятно. Я стараюсь для вас, чтобы вам нравилось, и делюсь с вами хорошими проверенными рецептами. Всем пока!